Привет, друзья! Мы снова на конях, едем искать тайник, снова наш тим, наша команда вместе. Собственно говоря, она и была вместе, но после вчерашней небольшой размолвкой с Русей, красотусей, мы снова вместе. Блин, все не так. Мы были вместе и остаемся вместе. Просто у нас была вчера небольшая размолвка, потому что я Русю забыл под дождем, под деревом. И немножко забыл про нее. Да. Ну, там не только мой косяк. Я так, по крайней мере, считаю. Вот. Собственно говоря, история такова. Мы вчера поехали на Тоннен-Абшлаген. Это немецкая такая забава, которая проводится летом. На конях, на лошадях люди, мужики с дубинками, с такими битами гоняют. В общем, смотрите предыдущее видео. Они скачут мимо этой деревянной бочки и лупят по ней такими битами деревянными. И выигрывает тот, кто собьет битой последнюю дощечку от этой бочки. То есть эта бочка, она на вид деревянная, такая добротная. Я думал сначала, блин, как они ее собираются разбить вообще. А это длится. И они скачут, участвуют 20 человек. И они скачут, и каждый раз бьют этой битой. И в результате все-таки ломают эту бочку и сбивают. Да, вот запустились у меня часы сегодня, потому что я настроил на них большую чувствительность. И сегодня они сами запустились, когда я поехал на велосипеде, сами распознали, что я еду на велосипеде. Отлично. Ну и, короче, получилось так, что туда мы поехали и пошел ливень. Просто ливень, мы спрятались под дерево. И вся эта колонна, процессия из лошадей, людей, которые, ну, весь этот праздник, он проехал мимо и как бы поехал туда дальше. Мы уже были в деревне, мы были на месте, и до места оставалось метров 100. И пошел дождь, мы спрятались под деревом, и потом дождь что-то там прекратился. Я говорю Ире, ну я пойду тогда, поеду, посмотрю, где они. И я поехал, это буквально метров 100. Приехал, смотрю, вот они же заехали. Я пристегнул велосипед и такой нашел место, ну то есть там еще было мало людей, я такое место застолбил классное, прямо возле этой тонны, где они пробегали и лупили по этой бочке, прямо вот в 2 метрах. И пошел ливень просто, ну пуще прежнего, вон люди как катаются прикольно. Ливень просто, я вообще без дождевика, без зонта, без ничего. Стоял под этим ливнем и снимал, все снимал, они скакали, лупили палками, я такого никогда не видел, я был прямо бегастер, я не хотел пропустить вообще ничего. Я знаю, что в таком ливне Ира никуда не поедет, ее не вытащишь из-под того дерева. Я думаю, ну, пускай постоит, а я поснимаю. Если решится поехать под дождем, то как бы приедет, тут 100 метров, ну буквально 100 метров. Короче, ливень и шел сумасшедший. Я промок до трусов, до носков, но довольный, что я стою рядом, снимаю, звоню ей. Звоню, трубку не берет, пишу, не отвечает. И, короче, потом уже дождь прекратился, а у меня такое место хорошее, как будто в самом разгаре этот праздник. И я снимаю, и я такой, блин, трубку не берет, ну, значит, или домой уехала, или что-то еще произошло, непонятно что, и место я потерять не хотел, это свое, вон она едет. В общем, стою, думаю, ну, блин, трубку не берет, наверное, додумается сейчас просто проехать на велосипеде этих 100 метров несчастных. Нет, прошел, наверное, час. Ира приходит, вся надулась, вся в обидах, как так, ты меня бросил. Оказывается, телефон ее был у меня в бардачке, в сумке, в велосипеде, который я пристегнул у ворот. А я этого не знал и не заметил, как она положила свой телефон туда. В итоге разругались, она обиделась, уехала домой, я стоял, снимал до упора. Но за что я ее люблю? За то, что у нас ссоры долго не длятся, и это все сегодня закончилось.
благодаря ее мудрости. Потому что я могу, блин, дуться и молчать бесконечно просто. Меня не напрягает. А Ира включает свою женскую мудрость, понимает, что это с этого ничего не будет. И такая, все, завязано. Короче, я что хотел сказать, что едем мы опять искать тайник. Сегодня воскресенье, завтра на работу, вчера была суббота. Это у нас такие активные выходные. Мы вот так активно проводим. Она еще вчера, когда уехала, пробила колесо, благо уже прямо возле дома. Тащила велосипед пешком. Ну там буквально сотню метров. Сегодня еще клеил колесо ей. Сейчас часа, наверное, уже 3-4. Мы выехали здесь недалеко, поблизости, поискать тайник. Какой-то ведет он новой интересной дорогой. Не знаю, сейчас посмотрим. В общем, 10 километров, 9 километров до тайника. Посмотрим, что там. Простой должен быть тайник абсолютно. Я объяснил все сумбурно и избивчиво. Короче говоря, вчера мы ездили на велосипедах, на фест, на праздник. И там пошел дождь, и я Иру забыл. На самом деле неспроста, потому что шел дождь, и потому что я думал, что она не отвечает на телефон, который должен лежать у нее. А лежал у меня в велосипеде. Короче, произошел мисс-ферштенднис, недопонимание. И в результате вечером была стычка. Ах ты такой, ах ты свинья. И все такое. Ну, сегодня снова мир, дружба, жвачка, и мы едем искать тайники. А именно тайник. А именно 107-й по счету, потому что я сегодня, когда искал, выбирал какой тайник ехать искать. Блин, опять мы туда заехали. Когда выбирал какой тайник искать, нашел пропущенный тайник, который я не отметил как найденный. А я его уже находил. Итого получается на один больше. Было 105, стало 106, и сейчас едем искать 107-й. Прикольно, блин, мне прямо понравилось. Единственное, что я очень близко стоял, прям вот самый первый. И я все думал, что сейчас мне или битой зарядят, блин, потому что она у них часто выскальзывала, выпадала из рук. Потому что надо понимать, ты мчишься на лошади и фигачишь фактически бейсбольной битой по деревянной бочке. И удержать ее в руке это очень сложно. Плюс эта бочка разлеталась в разные стороны. Это раз. Во-вторых, погода вчера просто была, ну, сказать отвратительно, это ничего не сказать. То есть просто какой-то не просто ливень, а насквозь прямо. Я стоял, все это так прилично длилось, наверное, пару часов. И я так замерз. И вначале я стоял, так все активно комментировал, все. Потом пришла Ира. Произошла такая небольшая стычка, перепалка. И уже настроение уже не то. И я замерз, и я мокрый. И сел аккумулятор на GoPro. Я уже конец снимал камерой. И уже просто мне уже было, ну все, уже, короче. Ну, концовка. Я просто очень замерз. И настроение было подпорчено так. А в целом, конечно, шоу прямо я рекомендую. Вот это было ништяк. Мне в целом очень понравилось. Да. Сейчас опять пойдет дождь. Идет дождь. Сейчас он будет здесь.
подходящее время. И в очередной раз нам можно так пойдем. Езду по этой дороге. И езду прямо дом такой огромный, синий. Пшеница. Что они уже праздновали окончание сбора урожая. А он весь стоит еще. Так, мы поехали уже проселочными дорогами. Навигатор сегодня ведет нас как попало. Собака же все равно выведет, конечно, в итоге на Гольдштрассе. Тру-ля-ля, тру-ля-ля. Где Руся там? Колесо заклеено, ее держится. Красота, красота. С одной стороны пшеница, с другой стороны не знаю что. Какие-то злаки тоже. Так, ну что, дождь, может ты нас сегодня обойдешь стороной? Как тебе такой расклад? Киса, озвучь свою версию произошедшего вчера. Я свою озвучу, интересно, у нас сильно с твоей расходится, пока не сильно льет. Давай. Что вчера произошло? Тут прямо как будто там льет. Ага. Сейчас и тут будет. Одевай куртку, кстати. Кися, тормози, одевай куртку. Вряд ли. И капюшон одевай. Ой, поторопись. Рассказ. А мне интересна твоя версия произошедшего. Я считаю, что я не виноват. Ты так не считаешь, как я понял? Нет. Какой прекрасный ливень. Летний дождик. А я даже кофту не взял. Красавчик. Красота! Иху! Так, я так понимаю, нам нужно здесь поворачивать. Ну вот и все. Это что, дождь? Это грибной дождь, собственно говоря. Я смеюсь в глаза такому дождю смешному. Разве это дождь? Дождь! Давай! Давай больше воды! Нам нужна вода! Давай, жги! Поливай! Залей меня всего! Я хочу больше дождя! Смотри, а? Когда мы приедем? Ну вот сейчас, вроде бы. И телефон спрятал, дело в том, что теперь непонятно вообще. Туда мы едем, не туда мы едем. Куда мы едем вообще? Похоже, дождь нас обошел стороной. Он туда пошел, смотри. Эй, дождь! Мы тебя не боимся. Тру-ля-ля. Иришка, догоняй! Иху!
Я говорю, кися, протеиновый ригель хочешь? Протеиновый батончик. Я угощу. Так и быть, ты заслужила сегодня. Молодец. Что там колесо твое? Надо бы потрогать его. У нас, конечно, ни насоса. Безответственный. Ничего. Умотали. Если оно сейчас сдуется, то это будет не очень хорошо. Ну и что тебе сказать, дождь обошел нас стороной. Я ожидал большего от него. Это какой-то был несерьезный Дело в том, дождь. что мы вокруг дождя ездим. Ага, выглядит так. Все норовим в него въехать. Это когда в футболке и на улице плюс 15, довольно-таки ощутимо становится. Это дождь. Без дождя хорошо прямо, ангел. А когда вот дождь идет, вот как-то не по себе становится. Может быть. Угу, немножко. Плюс 22. Серьезно? А ты откуда знаешь? По ощущениям. Ощущение? Ты моя золотая. Хотел дать тебе протеиновый батончик, ты отказалась. Вот на камеру говорю, прям при свидетеле. Объезжал я эту трассу как только можно. Мы уже дали кругаля, лишь бы только не заезжать на трассу. И все равно нас навигатор вывел на трассу. Вон, смотрите, какая стая птиц. Туча прямо. Едем по трассе. Делать это абсолютно не любим. И никому не рекомендуем. Ну тут маленький кусочек, прямо буквально 3 минуты проехать. Вон, смотрите, какая туча. Не знаю, видно, нет? Вот это такие скворцы. Я свистеть, к сожалению, толком не умею. Эй! Птицы! Та-та-та-та-та! Полетели! Давай, давай! Мне нужен контент. По-моему, или нет, или это куст. И смотри, из камней. Забор прикольный. 2 минуты. 1. Стоп, 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 проехали. На ту дорожку куса. Давай, никого. Разворачиваемся, никого. Погнали, давай, давай, давай. Никого. Так, в тайнике, в задании к тайнику, в описании тайника речь идет о коровах, которые здесь пасутся, которых можно здесь погладить, позырить на них, посмотреть, но кормить которых нельзя, не рекомендуется. Собственно говоря, приехали. Коровы далеко. Приехали. Это где-то здесь. Ау. В тайнике, суть тайника — это коровы, пастбище для коров. Типа вот здесь на них можно... Так. Ну что происходит? Почему вы всегда падаете на этом велосипеде, хотя он уже вроде с рамой женской? Так, ну как ты? Приехали нормально. Ире понравился, смотри. Она бодрячком еще. Все, вид не злой у нее. Альзо. Так, значит, в тайнике речь идет, как я уже сказал, о коровах. Сейчас мы почитаем еще раз. Посмотрим задание. Вернее, посмотрим координаты точные. И пей. Вот наши координаты. И ничего не хочет показывать.
Вон там дождь пока обходит на сторону. Такое впечатление, что на поле прямо. У описания тайника. Здесь почти всегда можно увидеть коров. Просто потратьте 10 минут и насладитесь тишиной и природой. Пожалуйста, не кормите. Пожалуйста, выключите двигатель и не курите, если сухая погода в течение длительного времени. У нас в регионе регулярно бывают высокие уровни лесных пожаров. Подсказка. Один подсказка. Единица. Так, теперь координаты. Координаты показывают как будто вот еще хороших метров 20, так и есть 20 прямо в поле. И это не может быть, потому что здесь даже под напряжением должен быть этот самый забор. Один, Кися, где-то или первый столбик, или где-то цифра 1 должна быть на столбике. Тут явно координаты, тот случай, когда координаты очень приблизительные. Так, я вижу 2. Отлично. Я знаю, где он. Там. Или тот, или там. А где 2? На столбе. А, окей. Та-да! Та-да! Прямо в землю, закопанный в земле. Да, Что-то новенькое. Такого еще не было, чтобы он прямо в земле был закопан. Ну, ты глюк-глюк? Да. Так. 107-й, Кися. Просто ты не в курсе дела, сколько мы нашли, а это 107-й. И знаешь, почему 107-й, а не 106-й, наверное, ты меня хочешь спросить? Потому что я сегодня, когда выбирал координаты, я обнаружил тайник, который я уже находил, но не заполнил, не написал, не отметил, что я его нашел. И таким образом у нас на один тайник больше. А именно 106, не 105, как мы думали, а 106. И это 107-й. Не подскажешь, какое сегодня число случайно? 30-е. А это шведа. Это конец июля 2023 года. Also, заполняем. Иришка симпатишка. Там такие тучи, походу нас сейчас опять находят. Главное, что мы тайник нашли, Кися. Мне теперь уже все равно. И Алекс Баянов. Кися, сними это знаменательное место, и знаменательную дату, и знаменательную логбук, с которым мы только что нашли, с которым я тебя поздравляю. Да, поцелуй. Что это было? Часы мои, видимо, отключилась тренировка, что я долго стою, и она отключилась. Сейчас, походу, у меня запишутся 2 разных тренировки. А, не надуришь. 2 отдельных тренировки получается. Все, это был, друзья, 107-й тайник. Мы едем домой. Обратно, наверное, уже особо снимать ничего не будем. Километров, наверное, сейчас сколько мы, подожди, не выключай, сколько мы сюда проехали километров? Я так думаю, вместо 9 12. Как обычно у 3 нас. километра. Не порти. 3 километра лишних, это не так уж много, согласитесь, друзья. Плюс 3, 6 получается. Что ты торгуешься с этим? И чудные дела, друзья. Еще вчера мы клялись друг другу никогда больше в жизни не ездить друг с другом на велосипеде. По причине, что с моей стороны ты выносишь мозг, с Ириной стороны ты несерьезный, ненадежный, безответственный. Мы прямо вчера клятвенно друг другу поклялись больше друг с другом не ездить на велосипеде. И сегодня мы уже
ровно через 24 часа, даже меньше, меньше, через полдня, опять снова вдвоем на велосипеде. Получается, мы не разлей вода, чему я очень рад. Потому что вдвоем, конечно, с Ируськой намного интереснее и лучше. Вот такие вот дела. Вот такие вот, друзья, дела. Едем домой, до дома километров 13. Сейчас еще один поворот и все время по прямой потом. Просто я вчера такой: все, больше ты со мной не ездишь, больше я тебя никогда не возьму. Да, чтобы я еще раз с тобой поехала, да никогда. Пожалуйста, полюбуйся. Эпическая картинка, кися. Темное небо и пшеница. Уже не желтая, я не знаю, какого она цвета. Коричневатая. И темное небо. Мы все никак не попадем под конкретный дождь. Он нас обходит. А мы его догоняем. Вот он опять нас догоняет. Мы его догнали, точнее. И опять в этом же месте. Мы ехали в ту сторону, здесь нас дождь настиг. И вот в обратную сторону то же самое. Тру-ля-ля. Вот когда желтая пшеница и темное небо, красиво выглядит. Но не совсем то сейчас, конечно. Небо недостаточно темное и пшеница уже какая-то выгоревшая, непонятная. Но все равно красиво. Вот сейчас вот с той стороны красиво. Гремит. Будет прикольно, если мы таки не попадем под дождь полностью. Будет даже странно. Я даже заподозрю что-то неладное. Обычно мы мокнем до нитки. По этой дороге я каждый день езжу на работу под мостом, который идет. И такой всегда под мостом этим проезжаю. И как бы не вижу этой красоты. А когда едешь на велосипеде по мосту, какая это красота. Куда ни шаг. Как хорошо, что есть такая возможность прокатиться на велосипеде по такой красоте. Что-то там какая-то заминка. Ага, фотосессия. Фотосессия. Вот здесь красиво. В ту сторону. Солнце, на другой стороне тучи. Приветики! В той стороне вон гремит тучи. Мы сегодня нашли 107-й тайник.
Хотя 107. Да, мы сделали это. Сколько в этом году мы тайников нашли? Я уже сбился со счета. Наверное, 50. Не, больше. Надо глянуть. Конкретно сколько в этом году. В принципе, сейчас 7-й месяц. Прошло полгода. Не полный год еще. Едем домой, все. Окей, погнали. Что там, Иришка? Приехали. Так, последние участники. Финиш. Есть! 25 километров. Давай. Давай, Фил. Давай, нашу фирменную. Видишь? Опять не команда. Давай еще. Все, Покажи спину. глуши. О, красавчик. Куртка, футболка. Все. По лужам покаталась. Все, это был 107-й тайник, друзья. Мотивируйтесь и развивайтесь. Пока-пока.